Всем привет. Сегодня посмотрим, как разрушить венчание с демоном. Посмотрим, как понять, что ты с ним венчано, откуда это все взялось и что делать. Те, кто в исламе, сразу скажу аль-фатиха, ан-нас и аль-фаля. Так, давайте начнем наш расклад. Единички. Как понять, что ты с демоном венчана и как это отражается на твоей жизни? Ну вот это венчание демоническое, оно прям тушит твой ментальный план и блокирует творчество твое. То есть творческую твою энергию. Ты вот замечала, наверное, что твои мысли, они стали холодными, какими-то вот механическими. Вот я не знаю, как объяснить, но вот не так, как раньше. Теплоты в мыслях нет. Ты больше не чувствуешь радости вот от любимых хобби, от любимых дел. Ты в робота превратилась, который только работает, кушает, спит, да, выполняет обязанности. И каждый день твой — это вот замкнутый круг. Встаешь в одно и то же время, делаешь одни и те же действия, а вот новые идеи или новые мечты, они моментально гасятся внутренним голосом. И он тебе шепчет: это все бесполезно, это все по-детски, да, это все не стоит внимания. На физике это вот выражается в постоянной усталости. Спишь нормально, но просыпаешься разбитый. Потому что вот этот демон, он высасывает силы через твои сны. Деньги тоже кажутся стабильными, но деньги счастья не приносят. Только вот уходят на всякие лечения, необъяснимые траты. Вроде деньги получаешь, а вроде их, как говорится, нет уже. Твое тело, оно болью сигнализирует. В районе вот, как его вот здесь вот на себе показываю, солнечного сплетения. Это блокирована манипура, центр воли. Ты перестала границы свои отстаивать. Ты подчиняешься чужому мнению и чувствуешь, что тобой управляют. А ключевое, ты больше не можешь там медитировать, молиться и так далее. Как только подключаешься к свету, да, образно говоря, в голове сразу резкая боль. Или там голоса посторонние. Проверь фотографии за последние годы. Вот посмотри на себя. На всех вот снимках будет одинаковый у тебя мертвый взгляд, даже когда ты улыбаешься. Глаза никогда не врут. Откуда эта демоническая связь взялась и кто ее навел? Ну, эта связь — это кармический ответ за твой поступок. 3 года назад ты какую-то сумму украла у своего друга, партнера по бизнесу и так далее. И вот ты думала, что он там, как сказать, не заметит. Заметит. И вот он кому-то рассказал, женщине. И ты эту женщину, скорее всего, в кошмарах видел. Она пошла к практику, чтобы привязать к тебе вот эту низшую сущность. Ритуал провели через твои какие-то личные вещи или расческу с волосами, которую ты оставила на работе, или вот подклад какой-то на порог дома. И тут не просто порча, нет. Это именно венчание, которое вот связывает тебя с этой сущностью. Потому что этот колдун, он использовал твою фотографию в белом платье. Или ты на свадьбе где-то была, или откуда у тебя пропала фотография где-то в белом
платье. И демон, он присоединился к тебе через канал сакральной чакры. Поэтому у тебя пропало этот, как вот называется, когда компота не хочешь. Либидо пропало. В интимной зоне тоже не все в порядке. Сущность, она связана с твоей бабушкой по отцу, получается. Потому что та занималась всякими вот этими карточными гаданиями и портал открыла, через который теперь идет подпитка. И пока ты не признаешь то, что деньги взяла, не вернешь вот эти деньги, демон за тобой как тень будет. Это венчание называется. Что разорвет эту цепь навсегда? Те, кто в исламе, я вам уже сказал. А тебе план нужен такой, что до полнолуния найди вот этого самого мужчину, которого обманула, и деньги ему все верни. Вот прям все, сколько взяла, столько возвращаешь. Причем наличными в конверте из черной бумаги. А вот в день расчета надень красное белье, нарисуй на себе руну Альгиз на груди. И это защитит тебя от гнева демона, когда ты разрыв вот этот начнешь. А после передачи денег сразу иди в баню. Вылей, как говорится, ковшик воды на каменку с 3 ложками соли. Понимаешь? И сиди, пусть пот выходит. И скажи, чужое вернула, цепи разорвала. Дома возьми свое любимое, любое белое платье, даже если ты не замужем. Если ты замужем была, то у тебя есть свадебное платье. Одень, возьми фото свадебное свое, если ты замужем была. Заверни в ткань и сожги. Но вне дома. Все делаешь вне дома. Дома никакого вот этого не творишь. И пока фото горит, воткни в землю нож острием вниз и говори: кровью рву, огнем жгу, рабом демона не буду. Звучит, конечно, для некоторых смешно, но расклады сегодня для тех, кто в теме. Итак, кто в исламе, я вам сказал, что делать. Аль-Фатиха, Ан-Нас и Аль-Фаля. Итак, давайте перейдем ко второму варианту. Двоечки. Сегодня не для скептиков, да? Как понять, что ты с демоном венчанный, как это отражается на твоей жизни? А тут все конкретно. Потому что твое тело, оно сигналит. Я тебе объясню. Ты просыпаешься с синяками на бедрах и пояснице. Вот причин нет, а синяки вот не между ног, а вот, да, где между ног, есть. Каждую ночь в 3 часа тебя как будто придавливает сила невидимая. Шевелиться не можешь. В ушах чужой шепот на непонятном языке. Деньги в тартарары летят, даже при стабильном у тебя заработке, зарплате, да, деньги утекают, как говорится, в никуда. Штрафы сыпятся, долги как снежный ком растут. С родными связь теряешь. С близкими, когда общаешься, резкая боль в солнечном сплетении. И ты сама начинаешь срываться там на маму, на всех родных. Хотя раньше такого не было. И главное, ты больше не можешь заходить там в храмы или места силы. Начинается головокружение, тошнота начинается, как будто вот тебя физически оттуда выталкивают. Усталость постоянная.
Даже после глубокого хорошего сна она не проходит. А в глазах мелкие, вот такие вот паразиты мелькают, мелкие черные точки. И в еде у тебя привычки изменились, причем кардинально резко. Прям, как сказать, на полусырое мясо потянуло. И на сладкое, причем в неконтролируемых количествах. Хотя раньше ты этого не любила. И это не депрессия, нет, это не невезение. Это вот как раз признаки активного вот этого контакта с демоном, который забирает твою жизненную силу. Понимаешь? Откуда взялась, кто ее навел? Ну, тут дело в твоем роду. Потому что по женской линии у тебя практика черной магии была. Твоя прабабка, прапрабабка, она вот к темным силам обращалась. Чтобы там мужика-алкоголика удержать, вот это все. Или этот, как его называется-то, приворот. Приворот. И теперь вот этот долг, он перешел на тебя. Обряд через твои детские вещи провели. Когда тебе было 5-7 лет, тебя вот водили якобы к такой целительнице с жалобами, там, то, что болит что-то. И ты знаешь это, кстати, тебе говорили, что ты к целительнице ходила. И сейчас эту связь активировал какой-то вот молодой человек, который вот увлекся оккультизмом через игры, через интернет, вот это все. И неосознанно, нет, это неосознанно, это подсознательно, понимаешь? Он проводником стал. Он не осознает этого. И вот демон вошел через родовую программу, через подчинение и страх, которую ты сама подпитывала. Причем годами. Ты годами терпела токсичные отношения. На работе, в личной жизни. Ты вот знаешь, такая молчунья-стрекоза. Нет, не молчунья-стрекоза, а этот просто молчунья. Вот тебе что говорят ты? Да, не выговариваешь ничего, все внутри. Это не случайная какая-то порча, нет, это кармическая петля, которая тянется там с мохнатых лет. Еще раз повторюсь, когда я говорю мохнатые года, это значит больше 50 лет. Понимаешь? То есть твой предок, прапрабабушка там какая-то, она, грубо говоря, продала душу за благополучие семьи. И теперь демон требует оплату с тебя. Он блокирует твои таланты, крадет энергию через кошмары, через вот эти денежные, финансовые крахи. Что разорвет эту цепь навсегда? Место силы надо твое найти. Место силы. Это у тебя родник или река. Вот проточенная вода. И в полнолуние вот на рассвете напиши вот на бумаге то, что я отрекаюсь от договора. А дальше полное имя пишешь. Заверни бумагу в 3 своих волоса и с щепоткой соли. Если ты в исламе, то еще раз повторяю, аль-фатиха, аннас, аль-фаляк, а тебе отче наш. Помню, да, отче наш, да. Просто забываю название, так как я не совсем в христианстве. И в этот же день, уже днем, чистю квартиру. Все углы промой водой, прям вот с солью. Понимаешь? И все промой, все будет хорошо. Все будет хорошо. Давайте перейдем к 3-му варианту. Троечки, а у вас вообще тут интересно все. Троечки. Вот я тут непредвзято все буду говорить, но карты показывают, что ты виноват сам. Давай по порядку, как понять, что ты с демоном венчана и как это отражается на твоей жизни.
Тут все жестко причем. Сны стали вот проклятым каналом. Ты видишь один и тот же сон, одно и то же место. И вот каждое утро ты просыпаешься вот с царапинами по телу. Хотя ночью тебя никто не царапал. Твоя энергия в плане компота, да, это полностью блок. Вот полностью заблокировано. Ты не чувствуешь ни влечения к мужикам, ничего. Зато ночью испытываешь вот давление сильное в, как сказать мягко, в интимной зоне. Днем тебя преследует запах серы, запах тления, запах протухшести. Вот как объяснить? Вот давно-давно, во времена СССР, были там подвалы у каждого. И вот есть же запах такой мыши и протухлостей. Вот этот запах тебя преследует. И этот запах никто, кроме тебя, не чувствует. Деньги в тартарары летят. Прямо утекают сквозь пальцы. Родные болеют. У матери давление, у отца проблемы с сердцем, а по медицине вроде все нормально. Твои молитвы, они не доходят. Даже свечи, наверное, сами гаснут. Это не просто не череда неудач, нет. Демон тебя помечает как свою собственность через физические и энергетические метки. У тебя все очень жестко. Ты не просто так на этот расклад попала, потому что ты это все знаешь. Когда ты свечи зажигаешь, потому что практиков, ты слышишь, у тебя свечи коптят. Ну, это такое примитивное понимание, что рядом есть, да, негатив. Откуда это взялось и кто навел? Вот тут самое интересное. У тебя роковая ошибка была несколько лет назад. Год, 2, 3. У тебя знакомая или кто-то не умер, а умер человек, которого ты знала. То есть десятка мечей — это смерть. Смерть мага. Этот человек. И ты то ли вот, как сказать, начала порочить имя этого человека, который умер. Или как вот объяснить? Нелестно высказывалась об этом человеке. Возможно, вещь какую-то украла у этого человека. Возможно, вот, то есть у тебя шел негатив к мертвому человеку. И это практик по магу. Практик умер, десятка мечей. И этот душа, она стала как бы проводником. Он связал, этот человек, тебя с демоном низшего ранга, который как раз специализируется на порчах семьи. И у тебя тут прям полностью пипец. А как я тебе десятку мечей скажу? Это полный пипец. У тебя аура ослаблена, у тебя все ослаблено. Демон вошел через вот эту ослабленную ауру. У тебя, как сказать, вот после вот этого всего жизнь под откос пошла. Антидепрессанты не помогают. Ты полностью, он прицепился к тебе мертвой хваткой. Как сказать, это по страшному суду. Ты от этого не отмоешься. Никакой ритуал у меня вот стоит дальше. Какой ритуал или шаг разорвет эту цепь навсегда, да? Третий вопрос. А никакой. Страшный суд. Это по справедливости. И это по справедливости. Ты оскорбила память мертвого человека, причем практика. Ничего не поможет. Ничего. Причем ниточка еще к мужчине, королю.
Интересно, кто это ко мне сюда пришел? На третий вариант. Я не буду говорить, что делать, потому что это по страшному суду. Я в это не вмешиваюсь. Тут, тут нечего мне сказать, вы сами карты видите. Оскорбление мертвого человека, практика плюс по страшному суду. Все заслужено. Я знаю, что после этого, как сказать, от меня отпишутся, но я не буду говорить, что делать. Это по страшному суду ниточка еще к мужчине. Потому что связаны как-то. И мужчина эмоции имел к этому практику. Я не буду дальше расклад этот делать. Всем до свидания.